Приветствую всех, кто смотрит данное видео. Это запуск серии уроков по Sirius Engine. Эти уроки будут очень полезны для новичков, так как мы здесь максимально детально постараемся рассмотреть Sirius Editor, а также Sirius Modeler. Данный видеоурок будет полностью теоретическим. Здесь я расскажу принципы построения уровней в Sirius Editor, а также некоторые особенности движка. Так, начнем с того, что уровни в Sirius Editor состоят из совокупности объектов. Это могут быть модели, музыка, освещение, а также звуки. Все это вместе называются объекты, или же по-английски entities. Модели создаются в сторонних 3D программах, таких как Blender, 3D Max, Lightwave и так далее, а затем компилируются в Sirius Modeler. Архитектура в Sirius Editor строится в основном из так называемых кистей, или же, как многие привыкли называть их, брашами. Каждый браш состоит из секторов. Сектора уже в свою очередь состоят из полигонов. На сами полигоны накладываются текстуры. Каждый полигон может содержать до 3 слоев текстур. Так, теперь давайте и поговорим о некоторых особенностях движка. Sirius Engine использует так называемую динамическую видимость секторов. Что это значит? Давайте сейчас разберемся. Когда мы создаем, допустим, две связанные комнаты, вот здесь коридор у меня, здесь вторая комната. Между этими комнатами создаются так называемые портальные полигоны. Мы ничего не видим, да, здесь, но на самом деле здесь присутствует полигон так называемый. Эти полигоны называются портальными. Так вот, они отвечают за динамическую видимость секторов. А как это работает? Это если, допустим, вот у нас здесь стоит препятствие, да? Если мы будем смотреть на это препятствие с этой стороны, и за этим препятствием будет находиться связанная комната с портальным полигоном, то эта комната не будет рендериться движком. То есть она не будет вообще отображаться. Теперь как это можно проверить все? Сейчас я сделаю полигон на данном объекте полностью прозрачным. И что мы видим? Мы видим следующее. Когда я смотрю на этот полигон, на нем стоит прозрачность. То есть вот видно, что задняя комната, она вообще не отображается у нас. Но как только та комната попадает в нашу видимость, она начинает рендериться. Это работает, конечно, в тех случаях, если на полигоне не стоит fog detail. Если ставлю detail, то мы уже видим, но это уже об этом мы поговорим чуть позже, когда будем рассматривать оптимизацию. Каждый полигон Sirius Engine проверяется движком на наличие того, прикрывает ли он портальный полигон или нет. Также забыл упомянуть, что если, допустим, в этой комнате будут расположены модели, еще какие-нибудь объекты освещения, они также не будут рендериться. Поэтому нужно стараться всегда в таких случаях по возможности ставить двери между комнатами. Тогда движок будет работать более быстрее, так как ему не придется просчитывать те комнаты, за которыми двери. Ну вот, в принципе, и все, о чем я хотел сказать в данном видеоуроке. Это, в общем, основная информация о том, как работает Sirius Engine. Но мы еще более подробнее рассмотрим это все в следующих уроках. На этом данный урок я буду заканчивать. Увидимся в следующем уроке.